Уральские горы. 25 тысяч квадратных километров густого леса и потайных пещер на рубеже Сибири. Это одно из самых безлюдных мест на Земле, и оно скрывает неразрешенную загадку. В январе 1959 года группа студентов отправилась в двухнедельный поход. Их вел 23-летний глава экспедиции Игорь Дятлов. Но туристы не вернулись назад. После того, как они были объявлены пропавшими, была созвана поисковая и спасательная экспедиция. Несколько недель люди прочесывали лес, пока не нашли стоянку, и то, что они обнаружили, было ужасным. Сначала нашли палатку туристов. Она была пуста, но, несмотря на холод, их верхняя одежда и даже ботинки остались внутри. Что-то случилось той ночью, что напугало 9 опытных туристов и заставило их бежать из палатки. Почти в километре от нее, на границе леса, обнаружили первые 2 тела. 21-летнего Юрия Дорошенко и 23-летнего Юрия Кривонищенко. На дереве на высоте 4 метров были сломаны ветки. То есть туристы залезали на него, прячась от кого-то. Волонтеры были озадачены. Что же с ними произошло? И куда пропали остальные члены группы? Новости о холодящем кровь открытии помогли расширить спасательную операцию. На поиски прибывали все новые и новые волонтеры с собаками. И, наконец, на склоне холма между палаткой и лесополосой были найдены первые тела. Тело главы группы Игоря Дятлова было целиком покрыто льдом. И он был не один. В 400 метрах вверх по холму был найден Рустем Слободин, а затем и Зина Колмогорова. Тела альпинистов лежали так, словно их убивали один за другим. Оставшуюся 4 нашли лишь 2 месяца спустя. Николая Тибо Бриньоля, Александра Колеватова, Александра Золотарева и Людмилы Дубининой. Их тела были в полукилометре от места, в лесной чаще. Полуодетые, они были погребены в ложбине под метровым слоем снега. Их тела были скрючены и переплетены, словно они прятались. Официальное вскрытие обнаружило тяжелейшие увечья. У 2 были сломаны ребра. У 1 проломлен череп. У 2 других были повреждены внутренние органы, а у 1 отсутствовали глаза. 4 из них погибли из-за таких серьезных травм, что можно подумать, что ребята попали в автомобильную катастрофу. Но как такие опытные альпинисты могли погибнуть при таких странных обстоятельствах? Что же их убило? Советский патологоанатом сказал, что ни один человек не способен причинить такие странные увечья. Тела были сильно изуродованы. Что бы ни случилось с этими ребятами, они погибли явно не от переохлаждения. Причиной их смерти стало нечто более зловещее. Вопрос в том, что вызвало эти увечья. Был ли это человек или силы природы? Что именно? Загадка группы Дятлова породила множество версий и даже теорий заговора. Это один из самых загадочных случаев 20 века. За последние полвека выдвигались самые дикие версии. Лавина, силы природы, государственная тайна, даже пришельцы. На последнем снимке, сделанном туристами перед смертью, мы видим таинственные огни в небе, что якобы указывает на то, что их убили пришельцы. Когда еще случалась столь странная смерть 9 туристов?
Тела были найдены, но мы до сих пор не знаем, что привело к гибели. Спустя всего 4 недели советское правительство закрыло расследование, и по сей день никто не объяснил, кто или что убило туристов. В единственном опубликованном заключении говорилось, что причина смерти – некая стихийная сила. Люди не поверили официальным сведениям о гибели альпинистов. Вскоре все поняли, что в этом деле осталось еще много вопросов. Однако много лет документы были засекречены. Многие свидетели говорят о том, что видели светящийся шар непосредственно 1 на 2 февраля ночью над перевалом. Об этом свидетельствуют достаточно компетентные лица. На пленке группы Дятлова мы обнаружили один кадр. Юрий исследовал этот загадочный снимок под микроскопом. Стало ясно, что это светящийся объект, который, с большой скоростью падал на Землю, и группа стала свидетелем вот этого явления. Что это такое, мы не знаем. НЛО могло бы послужить ниточкой к разгадке всей тайны, поскольку в ней все и заключается. Юрий полагает, что все это скрывается неспроста. Возможно, в тот момент на Урале проводились испытания секретного оружия. Могли ли вспышки в небе появиться из-за испытаний секретного оружия? Могли ли студенты стать невинными жертвами ракетных испытаний? Если бы неподалеку проходили испытания, вокруг были бы поломанные ветки, мертвые птицы, животные, но ничего такого не было. Вспышки в небе до сих пор остаются загадкой. Я собирал рассказы очевидцев из разных частей России, и многие из них упоминали подобные светящиеся сферы. Отрицать их существование нельзя. Оно подтверждается сотнями свидетелей. Для многих людей появление НЛО стало привычной частью жизни. Как правило, контакты с ними не имели негативных последствий. Но исключения возникали, и они могли быть ужасающими. Именно это и произошло с группой Дятлова. Так что же могло заставить 9 опытных альпинистов в панике покинуть свой лагерь? Какие неведомые силы так изувечили их тела? Неужели этот пугающий инцидент был каким-то образом связан с представителями внеземных цивилизаций? Я изучал отчеты о столкновении с НЛО на протяжении десятков лет. И лишь несколько раз мне приходилось сталкиваться с описаниями случаев, когда пришельцы действительно атаковали землян. У этих внеземных созданий были челюсти и клыки, и они буквально разрывали тела людей, словно дикие животные. Но в большинстве случаев сами инопланетяне стараются избегать физического контакта. Это мог быть несчастный случай. Допустим, световые сферы проводили некие эксперименты в этом регионе, и они не собирались причинять никакого вреда людям. Я полагаю, это была не целенаправленная атака. Произошел выброс энергии, и туристы подверглись смертоносному воздействию радиации. Данные экспертизы подтверждают эту гипотезу. На это указывали все симптомы. Мне кажется, не случайно НЛО многократно появлялись именно в том регионе Урала, где находится гора под названием «Не ходи туда». Крайне опасно находиться рядом с межпространственными порталами. А там определенно был один из них. Согласно мансийским легендам, злополучная гора, на склоне которой были найдены тела погибших туристов, обрела дурную славу еще в древности, когда рядом с ней были найдены останки 9 охотников. Это были тела манси, пытавшихся найти убежище от наводнения. Могли и эту группу несчастных убить загадочные внеземные силы? Что же случилось в ту ночь на перевале? Судя по материалам уголовного дела и свидетельствам очевидцев,
Там происходило нечто странное. В материалах уголовного дела по факту гибели туристов из группы Игоря Дятлова на 228-м листе зачем-то приведена докладная записка начальнику Ивдельского отделения милиции Константина Безяева от техника-метеоролога Токаревой. Там говорится, что 17 февраля 1959 года в 6 часов 50 минут местного времени на небе появилось необыкновенное явление – светящийся шар. На 290-м листе уголовного дела есть протокол допроса свидетеля Карелина Владислава Георгиевича, который наблюдал то же самое. Далее, уже на 344-м листе приведена копия вырезки из газеты «Тагильский рабочий». Там говорится, что в 6 часов 55 минут на юго-востоке, на высоте 20 градусов от горизонта, появился гигантский светящийся шар. 3 документа в подтверждение одного и того же факта. Почему это попало в уголовное дело? Есть документы. Впрочем, эти огненные шары видели над перевалом и раньше, и годы спустя. В ряде случаев свидетелями появления шаров становились более 50 человек из числа геологов и охотников. В 1959 году Сергей Николаевич тоже был в походе одновременно с дятловцами, но повел свою группу по другому маршруту, а потом участвовал в поиске пропавших ребят. Сергей Николаевич, вы же помимо следов деятельности людей видели какие-то светящиеся шары? Месяц спустя, когда я второй раз приехал с группой поисков, и 30 числа, 30 марта, я вышел ночью на улицу и видел над горизонтом яркую звезду необычного размера, большую, так? Эта звезда потихоньку поднималась наверх, причем она была в юго-юго-восточном направлении. По мере того, как эта звезда поднималась вверх, контур ее стал более такой расплывчатым, и потом она превратилась размером в огненный шар, размером где-то с лунный диск. Было ощущение, что этот диск буквально плывет чуть ли не над нашими головами, потому что он двигался в нашу сторону. И потом исчез за гребнем. И перед тем, как исчезнуть, из центра выпала яркая звезда. Тогда мы были абсолютно не осведомлены, что это такое. Это навело на нас определенный ужас, потому что буквально за месяц, за 2 месяца до нас погиб Дятлов, мы были все под этим впечатлением. Естественно, была паника. Может быть, эта самая вещь была и причиной их гибели, так? Ночью мы спускались с вершины Чистоп. Ночь была темная, безлунная. Посмотрели на запад и вдруг увидели светящийся шар, светящийся с хвостом, который летел мимо нас, мимо нашей вершины на северо-восток. Когда я работал в Ивделе, я нашел свидетелей, которые в период гибели группы Дятлова в 1959 году видели тоже необычное явление. Зависший большой огненный шар такой яркого красного цвета. Это были представители Таллинской партии, геологической партии, геологи. Работали они в Северной геологоразведочной экспедиции, Таллинская партия. Причем это явление было достаточно кратковременного характера, но, что очень любопытно, на следующий день по этой местности начали кружить военные самолеты. Именно военные самолеты. На основании документальных свидетельств картина происшествия выглядит так. С наступлением темноты 9 лыжников разбили палатку и стали отдыхать. В брезентовой палатке топилась печь, и внутри было тепло. Ребята сняли верхнюю одежду. Одни готовили горячий ужин, другие перекусывали. Третьи заполняли личные путевые блокноты. Внезапно, вероятно, произошло нечто, что привлекло внимание ребят. Перед
палаткой был найден фонарик Игоря Дятлова, из чего эксперты делают вывод, что он или кто-то другой с его фонарем вышел наружу. Дальнейшие следы и характер повреждения палатки свидетельствуют, что все остальные, разрезав заднюю, противоположную входу стенку, в чем были, без одежды и обуви, бросились вниз по склону. То есть, по какой-то причине им всем потребовалось срочно покинуть палатку, и они не могли это сделать через вход. От чего же умерли туристы? Что стало причиной их странных травм? Вскрытие проводил Свердловский судмедэксперт Борис Возрожденный, а гистологическое исследование – Георгий Ганц. С первой пятеркой тел работали в Ивделе. На помощь Возрожденному, который был командирован в этот город, прибыл еще Юрий Лаптев. Это внештатный судмедэксперт. Как раз его печать фигурирует на протоколах вскрытия. Вся странность ситуации стала понятна только после завершения работы. Эксперты утверждали, все травмы носили не внешний, а внутренний источник повреждений. Как будто удар был нанесен изнутри организма. Почему Борис Алексеевич Возрожденный указал в актах вскрытия, вернее, он указал это в протоколе допроса Льву Никитичу Иванову, прокурору-криминалиста, который вел дело о гибели свердловских студентов, он явно сказал, что переломы ребер, такое впечатление, что произошли, очень напоминает воздушную взрывную волну, то есть причина этих переломов. Но опять же, подчеркиваю, ни на месте, ни поисковые группы не были обнаружены никаких-то эпицентров, каких-то либо взрывов вообще. Следствие пришло к выводу, что причиной смерти всех 9 туристов стало переохлаждение. Что касается характера травм, эти вопросы были оставлены без ответа. Здесь есть еще один любопытный момент, что касаемо судебной медицины. Дело в том, что в материалах уголовного дела о гибели группы Дятлова, а именно в наблюдательном производстве, есть лист 11, где черным по белому видна расписка в получении фрагментов внутренних органов из трупов Кривонищенко, Слободина, Дятлова, Колмогорова и Дорошенко, то есть первая пятерочка. Действительно, известно, и не однажды сам 10-й дятловец Юрий Ефимович Юдин мне рассказывал, что он чувствовал, когда вот вез, перевозили вот эту, скажем так, емкость. Когда он держал фрагменты внутренних органов его погибших товарищей. Безусловно, это очень сложный морально-этический аспект. Он мне это рассказывал, я это никогда не забуду. Фрагменты внутренних органов первой пятерки погибших предназначались для гистологической экспертизы. Однако ее результаты по первым 5 погибшим таинственным образом исчезли из результатов уголовного дела. Как удалось установить Олегу Архипову, результаты гистологических исследований и сами фрагменты органов были изъяты сотрудниками государственной безопасности. И очень странно вел себя судмедэксперт Возрожденный, когда коллеги и близкие спрашивали его об этом деле. Я как считал, так и считаю, что проблема и вообще причина покидания палатки была с неба. Другой вопрос, связано ли это так или иначе с какими-то техногенными моментами. А надо сказать, что искать какие-то полигоны на территории Ивдельского района, действующие в 1959 году, это несколько шаг в сторону. Те же самые огненные шары, которые мы имеем в виду как техногенное восприятие, это были со стороны Пермской области. Если говорить о вариации плазмоидов, я тоже это не исключаю, потому что они подтверждены. Вот что послужило причиной и какова их природа, это неизвестно. Происшествие на перевале Дятлова не единственная подобная история. И, возможно, подробности похожих историй приведут нас к разгадке этой тайны. Немецкий исследователь русского происхождения Рольф Майзингер считает, в горах Афганистана находится одна из самых загадочных аномальных зон планеты. Он утверждает, что сумел побывать на этой территории в конце 80-х, когда служил в секретном подразделении, которое занималось поисками необъяснимых явлений. По словам Майзингера, именно на этой земле
при загадочных обстоятельствах погиб целый отряд советских солдат. Отряд советских десантников-спецназовцев не мог определиться, где же он находится. И ориентиром для них послужила развалина какой-то крепости, видимо, в горах. Они взяли на нее курс и попали в какую-то долину. В этой долине они решили, так сказать, провести ночь. После полуночи лагерь озарил яркий свет, после чего бойцы услышали громкий звук, похожий на свист. Со скал даже начали сыпаться камни. Десантники не видели шар. Командир здесь в данном случае совершил трагическую ошибку. Он приказал открыть огонь из всех видов оружия по этому объекту. Отряд нашли только спустя 2 суток. 7 погибли. Тела выживших были в ожогах, а 2 солдат ослепли. Но главное, никто из них не помнил, что произошло после вспышки. Согласно рассказу, когда бойцов привезли в госпиталь, уровень радиации от их тел и вещей зашкаливал. По мнению некоторых экспертов, такие показатели могут появляться после встречи с гигантскими шаровыми молниями. Это могут быть и, допустим, чисто земные шары-плазмоиды. Вот. Дело в том, что в подобных местах я сам лично наблюдал именно пролеты шаровых молний, которые, собственно говоря, по характеристикам... Район, где погибли советские солдаты, Майзингер назвал афганской аномальной зоной. Нанеся ее координаты на карту, немецкий специалист сделал удивительное открытие. По словам исследователя, нашу планету охватывает так называемый пояс дьявола. Якобы он включает в себя 5 зон. Афганскую аномальную зону, Бермудский треугольник, море дьявола, Гибралтарский клин и Гавайскую аномалию. Каждая из них равно удалена друг от друга на 72 градуса, и все они располагаются на 30 градусе северного полушария Земли. Невероятно, но это открытие ничуть не удивило отечественных специалистов. Существует такая версия, что Земля – это живой организм, и, соответственно, как у любого живого организма, есть места входа и выхода энергии. Соответственно, это может влиять, в общем-то, на мировосприятие людей, например, на их состояние. По словам исследователей, в районе именно этих аномальных зон люди начинают чувствовать необъяснимый страх и порой сходят с ума. На них словно действует некое излучение. Однако природу этого явления современная наука объяснить не в состоянии. Так выглядит ранчо Скинвокер сегодня. Местные жители всегда старались держаться подальше от этих обветшавших строений и заброшенных земель. По словам очевидцев, здесь происходят необъяснимые явления. На траве появляются следы неизвестных животных. В поле можно натолкнуться на кости домашнего скота, а по ночам наблюдается странное свечение. Считается, что за последние полвека в этом месте произошло около 400 аномальных происшествий. Последними жителями ранчо была семья Шерман. Они хотели устроить здесь ферму. Условия подходили идеально. Пастбище, вода, тень от леса. Семья не обратила внимания, что на всех дверях дома и даже на мебели были мощные замки и засовы. А чулан вообще запирался изнутри. Дом окружали столбы с цепями. На них, по словам соседей, предыдущие хозяева держали гигантских псов. На этом месте не получается жить людям и животным. Во-первых, потому что место является проклятым, то есть гиблым местом. Иногда это современным языком называется геопатогенная зона.
То есть гео — это земля, патос — страдания. То есть люди там болеют, животные гибнут. Странности на ферме Шерманы заметили в первые же дни. Сначала появился огромный волк, который утащил теленка, а потом в одну из ночей какое-то огромное животное искусало лошадей. А однажды в сумерках супруги увидели полупрозрачное существо, похожее на гиену. Какие-то мускулистые хищники, какие-то полуящеры, полумлекопитающие, но почему-то с пушистым хвостом, хотя, сами понимаете, динозавра с пушистым хвостом мало кто наблюдал. Какие-то странные отпечатки лапы, именно трехпалые отпечатки с когтями. Здесь даже почва вела себя странно. По ночам появлялось свечение, из-под земли раздавались хлюпающие и хрюкающие звуки, а на поле появлялись ямы идеально круглой формы. В небе люди видели светящиеся шары, висевшие над коровником и иногда приближавшиеся к животным. Хозяин дома натравил 2 собак на один из таких шаров. Псы гнали его до самого леса, а утром Шерман нашел останки своих питомцев. 3 круга на земле, заполненных костями и жирным гелем. Остальные собаки стали бояться выходить из будок даже ради еды. Упоминания о дурной славе этих мест есть даже в легендах индейцев. Они считали землю проклятой. Здесь никто не жил и даже не охотился. Аборигены верили – это территория темных сил. Итак, легенда об оборотне Скинвокере. Отсюда и идет название места. Юты верили, что Наваха наслали на них проклятие – оборотня. В это верят и по сей день. Оборотень – это такое собирательное название для всех странностей, которые местные жители наблюдали на своей земле десятилетиями, веками. Услышав о странных явлениях, этой землей заинтересовался миллиардер Роберт Бигелоу. Он выкупил ранчо у Шерманов, собрал здесь ученых и военных и попытался найти причины аномалий. Но исследования лишь породили еще больше вопросов. Ученые зафиксировали новые аномалии. Появлялись крупные, почти размером с Солнце, оранжевые шары. Это даже скорее не шары, а такие дыры в небе. Когда на них смотришь, то видишь другое небо, не похожее на наше. Как будто там день, а у нас ночь. Иногда даже видно было, как какие-то объекты влетают в эту дыру и вылетают из нее. На вид это было похоже на портал. Исследователи много раз пытались сфотографировать объекты, но каждый раз пленка засвечивалась. Зафиксировать эти явления так и не удалось. В конце концов, Бигелоу принял решение прекратить исследования и закрыть ранчо для посещения. По его мнению, современная наука еще не готова к таким загадкам. Правда, теперь этим местом, похоже, заинтересовались военные. Местные жители не раз видели в небе над ранчо истребители ВВС США. Но что они здесь делают? Это было исследование Пентагона под руководством Лу Элизонда. Его полностью посвятили НЛО и составным элементам инопланетных космических кораблей. Потому что именно такие проекты хочет поддерживать армия. Если это связано с ядерным оружием, летательными аппаратами и всякими вау-штуками, они точно в деле. По мнению экспертов, Пентагон использует эту землю для контактов с инопланетной цивилизацией. Место подходящее. Ранчо стоит на геологическом разломе. Он дает сильнейшие электромагнитные импульсы. По мнению исследователей, именно это излучение могло привести к появлению животных-мутантов. Видите эту точку? Она висит здесь уже несколько часов и почти не двигается.
Специалисты Чикагского университета подсчитали, новые свидетельства очевидцев об НЛО над озером Мичиган появляются приблизительно каждые 10 дней. Длина водоема около 500 километров. Ужасные штормы, когда скорость ветра превышает 120 километров в час, здесь не редкость. Ряд экспертов считает, что именно сложные погодные условия – главная причина таинственных явлений в этом районе. Но уфологи утверждают, далеко не все, что им удалось увидеть и запечатлеть, можно списать на капризы природы. Сам треугольник находится прямо посреди озера Мичиган, между Лудингом и Бентон-Харбором, штат Висконсин. Там действительно произошла череда пропаж морских судов, самолетов и частых появлений неопознанных летающих объектов. Первым громким исчезновением в Мичиганском треугольнике стала пропажа капитана Джорджа Доннера в апреле 1937 года. Он отправился спать в свою каюту. Дверь запер изнутри. Больше его никто не видел. Матросы обыскали судно, но Доннера так и не нашли. А 23 июня 1950-го над озером Мичиган исчез пассажирский лайнер. Он летел из Нью-Йорка в Миннеаполис. Ночью пилот запросил у диспетчера разрешение на снижение с 1066 метров до 762. Назвать причину летчик отказался. Это был последний сеанс связи с самолетом. Многомесячные поиски не дали результата. Ходят разные версии, куда он мог исчезнуть, но нет ни обломков, ни каких-либо других фактов, которые доказывают, что самолет мог упасть, разбиться, что-то еще. Просто исчез и все. В 2000 году, 22 мая, диспетчеры воздушного движения аэропорта О'Хара сообщили, что за последние 5 недель наблюдали изображения самолетов-призраков на своих радарных сетях в небе над озером Мичиган. Лайнеры появлялись из ниоткуда, не отвечали на запросы и исчезали. В 2007 году на дне озера Мичиган во время поиска затонувших кораблей ученые обнаружили загадочное древнее сооружение. Подводная аномалия очень похожа на английский Стоунхендж. Этому подводному Стоунхенджу не менее 9000 лет, а может быть и больше. Мы нашли изображение мастодонта, а всем известно, что они вымерли больше 10 000 лет назад. Ученые определили, что поразительный круг из камней сооружен до образования озера, но даже спустя 10 лет установить его назначение не удалось. Сразу же появились предположения о том, что это сооружение и является как бы источником аномалий, которые происходят вокруг озера. В 1977 году бывший летчик Джей Гурли написал книгу «Треугольник Великих озер». По мнению Гурли, в этом районе таинственных исчезновений происходит больше, чем в знаменитом Бермудском треугольнике. Гурли утверждал, что Федеральное управление гражданской авиации США организовало особую службу контроля. Пилоты самолетов, пролетающих над Великими озерами, должны непрерывно посылать специальные сигналы наземным станциям. Якобы благодаря этому таинственные происшествия прекратились. Но на самом деле за все эти годы ученые не только не приблизились к разгадкам старых происшествий, но и столкнулись с новыми тайнами озера Мичиган. 3 апреля прошлого года над водоемом образовалось необычное огромное облако, похожее на цунами. Одновременно с этим явлением в озере стал стремительно подниматься уровень воды. Всего за 42 минуты более чем на 35 сантиметров. Официально ни власти, ни ученые никак не прокомментировали это явление.
считают Сибирь зоной самой высокой активности НЛО в России. Якобы тут регулярно находят следы инопланетного присутствия. Но самым значительным стало происшествие 1986 года. Тогда неизвестный светящийся объект врезался в сопку высота 611. По меркам мировой уфологии это уникальное событие, которое даже прозвали русским Розуэллом. Светящийся объект был около 2 метров в диаметре. К месту падения объекта отправили экспедицию. Ее участники утверждали, в эпицентре воронки расплавились даже камни, но пожар затронул всего 4 квадратных метра. Самое удивительное, в кратере исследователи нашли маленькие шарики из неизвестного материала. Он состоял, во-первых, из очень большого количества различных химических элементов. Никто не понимает, для чего и зачем все это было совмещено. Во-вторых, при нагреве этого материала, когда химические элементы плавились, то на их месте возникали другие химические элементы. Вместо золота, серебра и никеля неизвестно откуда появлялись молибден и сульфид бериллия. Специалисты сделали заключение. При нынешнем уровне развития науки изготовить подобный сплав невозможно. Официально аварию под Дальнегорском признали местом падения метеорита. Но уфологи уверены, это была катастрофа инопланетного корабля. Специалисты утверждают, что через 2 года после случившегося эту местность активно исследовали. Но кто именно? В небе над Дальнегорском местные жители видели еще 33 странных объекта. Якобы эти светящиеся шары двигались с огромной скоростью и абсолютно бесшумно. Они вели себя так, как будто исследуют район гибели своего другого аппарата. Они как будто что-то искали и сканировали этот регион, пытаясь найти следы катастрофы. Сегодня уфологи относят сопку к аномальным зонам. По их утверждениям, на высоте 611 у людей повышается кровяное давление, учащается пульс и даже может начаться паническая атака. Необычное воздействие на психику людей фиксируют и на так называемом «Зеленом острове» в Ростове-на-Дону. Уфологи утверждают, что странные явления – следствие падения некоего космического объекта. Якобы это произошло в 30-х годах прошлого века. Что якобы упал на этот остров метеорит, либо летающая тарелка. Туда прислали целый отряд НКВД, который все это упаковывал и все это увозил с острова. Потом говорят, что этот отряд НКВД и погиб сам. Никаких подробностей. По словам местных жителей, отряд попал в перестрелку. Уфологи не исключают. На борту упавшего звездолета могли быть пришельцы. Я скажу даже больше, что за эти годы на Земле было порядка 60 аварийных посадок НЛО. Падение летающей тарелки на остров Зеленый именно как гипотезу рассматривать, конечно, можно. Некоторые исследователи заявляют, что загадочный космический объект даже остался на Зеленом острове, и власти поместили его под землю. Якобы там сейчас работает специальная лаборатория, соединенная с Ростовом-на-Дону сетью тоннелей. Но самый секретный в России бункер, где изучают инопланетные технологии, находится на территории полигона Капустин-Яр. Якобы именно там произошел первый контакт советских летчиков с неопознанным летающим объектом. Капустин-Яр – это наш советский полигон, на котором испытывали новейшие образцы вооружений, в том числе атомное оружие. Сразу в послевоенные годы Сталин, а также Жуков присмотрели это место, Заволжье, пустынные места, и там взорвали одну бомбу. Уфологи утверждают, что за испытаниями атомной бомбы наблюдали инопланетные корабли. Якобы они появились над базой 19 июня 1948 года. Советские военные самолеты преследовали серебристые сферы и даже смогли сбить одну из них. Обломки вместе с мертвым экипажем поместили в подземный ангар Капустина-Яра. И поскольку сбитые тарелки представляли интерес, несомненный, технологический, конечно же, их начали изучать. Какие сплавы, из чего сделано, как там все устроено. И не повторение, но копирование вот этих обломков, оно всегда дает какие-то прорывные технологии.
Именно поэтому наш полигон сравнивают со знаменитой американской базой в штате Невада в США. Ее называют «Зона 51». Считается, что именно там американцы изучали обломки инопланетного корабля, якобы разбившегося недалеко от города Розвелл. Эксперты утверждают, многие военные разработки США, от приборов ночного видения до самолетов-невидимок, это результат копирования инопланетных технологий. Город Сасово хранит одну из самых странных тайн 20 века. В ночь на 12 апреля 1991 года здесь произошло событие, о природе которого спорят до сих пор. В половине второго ночи на окраине города что-то взорвалось. Это документальные кадры, снятые на утро. Как видно, весь город подвергся разрушениям. В Сасово не осталось ни одного целого оконного стекла. На поле появилась необычная воронка диаметром 30 метров и глубиной 4 метра. Специалисты определили мощность взрыва – 25 тонн в тротиловом эквиваленте. Но это должно было снести весь город с лица земли. Вскоре все центральные газеты России разразились скандальными заголовками: «Инопланетный десант под Сасовом», «Проделки из тарелки», «Братья по разуму». В город устремились ученые и любители острых ощущений. Но при чем тут мифические пришельцы? За несколько часов до взрыва некоторые видели яркие шары, летящие на небольшой высоте. Кто-то из дальнобойщиков ехал и видел над Сасово, горел яркий фонарь, потом он дерево объехал, не было фонаря в этот день. Вроде что-то, яркий шар горел. Видели шары такие светящиеся? Вот поэтому вышла отсюда версия такая, что прилетало НЛО. Многие услышали гул, похожий на звук двигателя реактивного самолета. Сначала он приближался, затем отдалялся, но никто не слышал самого взрыва. Скорее, нечто похожее на хлопок. А потом странным образом начали рушиться стекла. Никто никогда не видел ничего подобного. Военные эксперты склонялись к версии вакуумного взрыва. Это единственное, что может объяснить феномен стекол, выбитых наружу. Но после него в зоне поражения не остается ничего живого. Как все это объяснить? Мало кто знает, что год спустя, в 10 километрах от места Сасовского взрыва, была найдена еще одна странная воронка. В этот раз грохота никто не слышал. Но рязанские сейсмологи, изучавшие грунт из обеих воронок, обнаружили, что все образцы почвы обладают странным свечением. Наука так и не поставила точку в этом деле, но за горой других проблем уже никто не спорит о причине Сасовского взрыва. Почему этот случай похож на то, что произошло на перевале Дятлова? Эксперты считают, если бы человек оказался в зоне взрыва, который произошел в Сасово, он получил бы травмы, которые имели уральские туристы. Стекла, выпавшие наружу в Сасово, и ребра, сломанные изнутри на Урале. Ни один ученый не способен объяснить эти травмы, но они явно одной природы. И самой главной тайной остается причина, по которой взрослые подготовленные люди в панике покинули теплую палатку и не смогли вернуться обратно. Пока никто не может этого объяснить с большой степенью достоверности. Возникали разные версии. Вполне вероятно, что за тайной перевала Дятлова скрывается одна из самых волнующих загадок Вселенной.